Всем привет, друзья! Итак, мы возвращаемся в поселок городского типа Ковшаровка. Итак, в этом видео вы увидите другие части поселка, которые мы не показывали в предыдущем видео. Итак, эти кадры мы сделали еще в сентябре месяце, когда ездили к нашим ребятам в ЗСУ. Хотелось бы вас попросить, друзья, поддержать нас в сборах для 41-й бригады 8-й роты ЗСУ, которые находятся на Купянском направлении. Наши ребята не дают пройти русским оккупантам на Купянский район, а собственно на сам город Купянск, на Ковшаровку, на Купянск-Узловой. Особенно сейчас Купянск-Узловой и Ковшаровку часто обстреливают. Совсем недавно в ПГТ Ковшаровка прилетела авиабомба в ПТУ. Мимо стелы погибшим летчикам мы решили повернуть в сторону 2-го микрорайона. И на этих кадрах вам может показаться, что людей здесь практически нет. Что поселок ПГТ Ковшаровка пустует. Но на самом деле это не так. И людей здесь достаточно много. Особенно много людей проживает во 2-м микрорайоне. Это вы увидите чуть-чуть дальше. На этих кадрах мы видим разрушенные то ли общежития, то ли здания. Хотелось бы, чтобы вы, друзья, написали в комментариях, что это за дома. Похоже, что сюда были прилеты. Или же эти здания были разрушены временем. К сожалению, ответить на эти вопросы я не могу. Возможно, ответите на эти вопросы именно вы. Пишите в комментариях. Вдоль дороги мы увидели 9-этажный дом с сбитыми стеклами. А еще увидели садик без стекол. Здесь были прилеты. К сожалению, дороги здесь плохие. Хотелось бы у вас узнать, друзья, всегда ли они здесь были такими. Особенно возле супермаркета АТБ. Супермаркет АТБ, к сожалению, не работает. Но даже здесь уже можно увидеть какое-то количество людей. Некоторые люди здесь гуляют. Жизнь здесь продолжается. Здесь можно увидеть велосипедистов. И не только. На этих кадрах вы можете увидеть дворец культуры. Здесь выбиты стекла. Дворец культуры не работает. А ведь здесь когда-то до войны кипела жизнь. И люди приходили сюда отдыхать. И вот здесь мы уже можем увидеть 9-этажное здание. Собственно, 2-й микрорайон. Хотелось бы обратить внимание на то, что 2-й микрорайон достаточно неплохо выглядит. Стекла целые. Здесь можно заметить людей, а также детей, работающие кулиничи, работающие магазинчики. Здесь жизнь продолжается. И это уже хорошо. Но грядет зима. И я настоятельно рекомендую подумать о том, чтобы переехать в Харьков. В Харькове вам помогут. В Харькове дают гуманитарную помощь, благотворительные фонды, расселяют по общежитиям. Пусть общежитие и не сильно хорошее, все равно можно жить. Это лучше, чем жить без отопления, без воды и, возможно, без электроэнергии. Ведь сейчас поселок Ковшаровка, как и поселок Купянск-Узловой, очень сильно обстреливают российские оккупанты. Дальше мы проехали мимо стадиона. И я увидел пострадавший от прилетов дом. Этот дом прикрыл собой многие другие дома. Хорошо, что сюда приезжают волонтеры. Это уже очень хорошо. И людям здесь помогают. Но если у вас есть дети, то лучше выехать. Ведь у вас подрастающее поколение, которым нужно расти. И не нужно слышать эти взрывы, которые происходили по ходу съемки этого видео. Итак, друзья, это 2-я часть видео про Ковшаровку. В этот раз я проехался чуть глубже, чем в первом видео. И здесь мы видим уже больше многоэтажек. Ситуация здесь везде одна и та же. Разрушенные
часть зданий, выбиты стекла. Вот, посмотрите, забито все ДСП. И непонятно, живут ли здесь люди или нет. Но в глубине Ковшаровки вы могли увидеть, что люди здесь живут в этом аду, но все равно живут. Вот посмотрите. То есть везде были прилеты. Видите? Люди. Как люди живут во все это время, когда звучат такие взрывы, и взрывы становятся все ближе и ближе. Вот, посмотрите. А вот сюда было много попаданий, видите? Вот, смотрите. Это вот, смотрите, все. Вот так вот, видите? Вот так выглядят некоторые дома в Ковшаровке. Вот был прилет, вот что-то большое разорвалось. Ну, то есть, можете видеть, но бетон наш отлетел сюда. Вот такая вот здесь ситуация. Вот так, видите, без газа, отопления люди живут. Здесь живут пенсионеры. В основном очень много пенсионеров. Это ад. Видите? Общежитие разрушенное. Вот так. Но мы продолжаем ехать, двигаться дальше. Так что оставайтесь с нами, друзья. На этой неделе мы опять отправляемся в Купянск для помощи нашим ребятам 41-й бригады. И, возможно, мы еще поснимаем и сделаем какие-то кадры, как и в Купянске, так и посмотрим Купянск-Узловой и другие поселочки. Вот так как мы видим, дом после прилета забили ДСП. Вот так все это выглядит. Сюда был прилет авиабомбы КБ-250. Вот так это все и выглядит сейчас. После прилета. Яму засыпали. Вот так. Ну а дальше мы свернули в сторону Купянска и поехали мимо проселков, которые тоже сильно пострадали. Хотелось бы обратить ваше внимание на то, что много домов осталось без крыш, многие дома уничтожены. Это очень все выглядит страшно. Это ужасно. Война несет только горе, разруху и ничего другого. Из-за войны здесь нет дорог. Дороги все разрушены. Разрушены техникой. Если такие дороги были всегда, напишите, пожалуйста, в комментариях. На этих кадрах можно заметить людей. Здесь не так много людей, как было до войны. До войны в этих поселках проживало большое количество людей. Сейчас же ситуация в прифронтовых поселках гораздо хуже, чем было до войны. И не все люди покидают свои дома. Здесь нет военных, но российские снаряды продолжают прилетать в поселки. Это очень страшно. Друзья, на этом у меня все. Подписывайтесь на наш YouTube канал, на наш Instagram, на наши соцсети. Впереди будет много интересных видео. На этой неделе мы опять отправляемся на Купянское направление, помогать нашим ребятам. Поддержите нас лайком, подпиской. Ссылка на донаты для наших ЗСУ в описании. Всем спасибо, друзья. До новых встреч. Всем пока.